Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад «События до конца весны». Давайте узнаем подсказки карт и подведем своеобразный итог до конца весны. И доброе небо мая способствует реализации наших проектов, адаптации к условиям каким-то новым или к новым возможностям. И самое замечательное время, причем так по-доброму, чтобы мы вспомнили, какие задачи, если мы говорим про итог, события до конца весны, так вот, какие задачи вы ставили на начало весны или планировали что-то даже прежде, как на начало года, и что вы сумели реализовать. Вспомните, что вы хотели или для вас было очень важно, и за этот период, вот уже к концу весны или на период мая, не имеет силы. То, что вы можете окончательно оставить позади. Доброе время, майский период как раз призывает нас быть добрее еще и к собственной душе, к собственным планам, мечтам, простить себя и других за возможные ошибки. И если мы не имеем возможность что-то заново начать, то мы имеем возможность устремиться вперед, чтобы правильно что-то закончить, внести коррективы и, наверное, отпустить с душевным спокойствием все то, что мы не в силах изменить. Собрать мужество и реализовать тот план, который как раз в наших силах. И, безусловно, мудрость, чтобы суметь отличить одно от другого, нам помогает правильно завершить весенний период. Для кого интересно, мои дорогие, я оставлю ссылку в описании под видео на свой сайт, где у меня есть статья достаточно большая, планетарный гороскоп на май. И для кого интересны эти энергии, я там более подробно описываю планетарные события, вы можете как подсказку прочитать, посмотреть, продумать, может быть, посмотреть, что по вашему асценденту или по Луне. И я так надеюсь, какие-то подсказки будут. Мы же идем с вами вперед. И первую карту на Таро ангелов, поддержки ангелов, мы достанем и назовем, что окончательно завершится до конца весны. Или какая сфера жизни для вас прояснится окончательно. А что нового войдет в вашу жизнь или сфера жизни, которая будет подвергаться изменениям. Неожиданность. Чем запомнится вам этот период до конца весны. Достанем 3 карты на события. Событие или то, что придет в вашу жизнь и для вашего благополучия и радости будет служить. Или сфера жизни, где вас что-то порадует. Событие, которое изменит вашу жизнь или подтолкнет вас к каким-то переменам. И событие, которое заставит измениться вас. Или, опять же, сфера жизни. Что же окончательно завершится? Какая-то неопределенность, какой-то период, когда вы вынуждены были балансировать. Девочка нам изображена на тонкой жердочке. Ей важно не оступиться, держать этот баланс. Как будто нужно пройти вот эту траекторию. Поэтому может быть какая-то дуальность, непонятность. Или когда вы вынуждены были балансировать, не могли принять очень важное решение. Когда, кстати, может завершиться какая-то ситуация, по которой у вас были непонятности. В каком плане? Вы могли предполагать, что это чья-то игра, кому-то не доверяли. Вот здесь будет по отношениям больше определенности. Значит, какие-то важные разговоры вы сумеете осуществить. Может быть, эти разговоры как раз и будут означать, что вы определитесь, каким образом ко мне будут теперь приходить деньги. Или определитесь по работе, по способам заработка, или по своему виду деятельности. Вот здесь в любом случае то, что вас ставило под сомнение, или то, что находилось в каком-то тупике, вы не могли на что-то решиться, это окончательно завершается. Что же нового войдет в вашу жизнь? Но тут больше страсти, больше огня, больше задора. 15-й аркан. И в этой колоде карт, карта нашего эго. Тут может быть какой-то вопрос. Все-таки двойка земли. У нас выпадает
первой картой мы спросили, что же завершается, или сфера жизни. Двойка земли или двойка пентаклей. Правда, наиболее актуальны вопросы денег, откуда ко мне приходят деньги, или это ваш бизнес, или построение карьеры, в конечном итоге увеличение вашего дохода, все то, что касается материализма, финансов, экономики вашей личной. Здесь как по-новому, с новыми возможностями. Но, я сказала, больше страсти. Все-таки 15-й старший аркан. Вы захотите осуществить какой-то проект. Но важно что-то не удерживать сверх меры, быть реалистами. Когда мы слишком заигрались или когда мы действуем чересчур, мы теряем адаптивность или мы теряем вот этот тонкий нюанс, который мы чувствуем. Есть такое значение слышать, как растет трава. Вы все в большинстве своем обладаете замечательной интуицией. Прислушивайтесь к своему шестому чувству. Вам будут давать правильные подсказки. Это не есть интуиция как иллюзии. Тут вот именно важно различать иллюзии и интуиция. Что такое интуиция? Это интеллект и прежний наш опыт в хорошем тандеме, когда можно правильно рассчитать свои силы, правильно оценить обстоятельства вокруг вас и для себя самого, самой сделать что-то очень хорошо. И если что-то уходит из вашей жизни, отпускайте, потому что все же по этому аркану, именно в этой колоде, нам говорят, ты должен что-то отпустить. Вот видите, клетка. Ангел открывает клетку, и для чего он это делает? Не должно быть, понимаете, как удержание чего-то или кого-то насильно. И если суждено человеку уйти из вашей жизни, это может проиграться как в отношениях. Если прежде какая-то история, она сложилась со знаком минус. И от нашего желания не зависит, что вдруг человек нас, к примеру, заново полюбит. Или, может быть, вам самим хочется освободиться от этих отношений, потому что слишком тягостно, душевно для вас они уже, какую-то ситуацию означают. Тогда отпускай. Пока не отпустишь вот эту птичку из клетки, пока дверцу не откроешь, что-то новое не войдет в твою жизнь. Не должно быть закрытого пространства, как для вашей души, так и для ваших возможностей. Не ставьте перед собой табу, не удерживайте что-то сверх меры. Или материализм, или вопросы финансов по этой карте решаются благополучно. Но если мы чересчур оцениваем все с позиции денег, тогда мы знаете, как попадаем в руки 15-го аркана, но в значении не в этой колоде. Тогда мы становимся просто-напросто более зависимым от денежного вопроса и не видим, как вдохновение. Мы неправильно оцениваем, может быть, ценности. То есть именно вопрос, есть цена, а есть ценности. Вот этот тонкий нюанс важно не перепутать. И это что нового войдет в вашу жизнь? Как-то по-другому оценить себя, отношения, как ко мне приходят деньги. Подумайте, ведь это старший аркан, значит, еще и обстоятельства вокруг вас. Они вас действительно подводят к какому-то итогу. И здесь мы смотрим уже вперед. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности. Карта внутренних страхов, карта внутренних сомнений или конкретно бессонница. У кого-то бессонница, инсомния. Она вас может посетить, и если прежде вы таким недугом не страдали по какой-то причине, или это какая-то многозадачность, вопрос, который вы хотите решить, он вам покоя не дает, и вы его по ночам обдумываете, или это уже для вас, возможно, не сюрприз, а длится долгий период времени. В любом случае уделить внимание самому себе. В неожиданностях, когда вы можете почему-то начать сомневаться в себе. И если это просто бессонница, значит, как-то реорганизовать свой график жизни, может быть, увеличить прогулки или не вкалывать до седьмого пота, мои дорогие, правда, чтобы организм мог восстановиться. Часто даже бессонницы предшествуют наши какие-то мысли, которые мы гоняем по кругу. Все же ваша ментальность на этом периоде жизни
она для вас важна чем? Чтобы не уйти куда-то в иную плоскость, быть реалистом, закончить вот эту двойственность, в чем-то расставить точку. И не нужна, как и глубокая философия на мелком месте, так и отчасти предубежденность или то, что вы хотите осуществить по своему плану. А ангел нам говорит в 15-м аркане: отпускай. Отпускай именно вот то, что ты не в силах изменить, мои дорогие. Чем запомнится вам этот период? Дуальность. Но это двойка воды. Это карта любви. Это карта партнерских отношений. Это карта чувственности, нежности, ласки, согласия. Когда важные разговоры, мы можем проговорить правду и выйти из этого тупика, который, возможно, вы сами себе построили, потому что слишком долго в чем-то сомневались. Так вот, не сомневайтесь. Если есть в чем-то сомнение, поверьте, мои дорогие, лучше это озвучить. И вот эта самая искренность, она для вас будет иметь значение в течение всего мая месяца. Она вам помогает все расставить по местам, правильно себя подготовить к последующему периоду жизни. И для вас не просто доброе небо мая, а для вас последующий период и на 25-й, и на 26-й год. Больше со знаком плюс. Понятно, что будут еще какие-то вопросы, неожиданности, но это более позитивное время, период для вашего знака зодиака, поэтому больше согласия. Ну а там, где согласия нет, и неважно, какой сферы это касается, кто знает, может быть, вам туда и не надо. Это как подсказка высших сил. Давайте узнаем, события или то, что для радости к вам приходит. 13-й старший аркан. Вот еще раз нам говорят: отпускай. И конкретно 13-й старший аркан трансформации в этой колоде карт так и называется: Лашар Андары. Отпускай. Это карта свободы. Это карта завершения, окончания и трансформации, адаптации к новым условиям. Вы должны возродиться, как птица Феникс, правда? Птица Феникс. Чтобы получить вот эти самые новые возможности, нужно отказаться от прежних предубеждений. Для кого-то из вас поставить точку в тех отношениях, которые уже не имеют значения. Не пытаться следовать прежнему шаблону, иначе есть для вас самих угроза в том, что вы и сами можете застрять, как вот эта птичка в клетке, и даже не видеть, что дверца-то открыта. И тогда вы будете больше зависеть от обстоятельств, от людей или от каких-то вопросов материализма. Но если мы так поступаем, тогда к нам и присоединяется вот эта вот девятка воздуха или карта внутренних страхов, сомнений. Как будто сомнения только вы можете положить конец вот этой двойственности. За вас это не сделает никто. Поэтому и карта говорит: ты можешь выйти из этого тупика, из периода неопределенности, но это зависит от тебя. Отпускай все то, что малозначимо, все то, что не может быть продолжено. И это будет для вашей радости. Новое уже на пороге. События, которые изменят вашу жизнь или подтолкнут вас к переменам. Это карта организации собственной жизни по-новому. Это карта, когда мы избавляемся ментально от мусора какого-то, от неправильных мыслей. Вот еще раз нам об этом говорят. И есть такое значение, как сияние, абсолютная вера в собственных силы, и есть еще определенный рационализм. Быть реалистом определенно стоит, но и в то же время какие-то важные решения, которые вы сумеете осуществить, согласовать. И если конкретно мы говорим, что на нашем земном уровне, по этой карте это могут быть, когда вы в чем-то, правда, ставите точку. Причем надеетесь сами на дальнейший период, на самого себя, на саму себя. Когда вы сумеете подписать важные документы, оформить важное соглашение. Может быть, вот эти точки над «и», последний аккорд вы расставляете де юре тоже, и тогда вам будет легче на душе. Тогда вы тоже сможете не просто, знаете, договоренности какие-то иметь, а именно документально как-то оформить. И для вас это будет та реальность, от которой вы можете оттолкнуться. Или те или иные вопросы, которые как
Ну, сложившиеся обстоятельства вы тоже принимаете, сообразно им вы действуете. Здесь карта конкретики и адаптации к ситуации. Вот есть то, что вас окружает, и это нужно правильно принять. Давайте мы посмотрим события, которые заставят измениться вас. И нам карта снова говорит о новом направлении. Паж жезлов. Это могут быть, конечно, вопросы с детьми. Могут ваши дети что-то задумать, достаточно взрослые, и как новое какое-то направление, и, возможно, вы будете помогать. Или вы с вашим ребенком какой-то даже переезд можете, кстати, задумать. Или перемещение. У кого-то как раз могут проиграться окончательные решения, что да, я буду переезжать, если прежде вы были в тупике и не могли на это решиться. Или смена места жительства, смена работы, смена сферы деятельности, занятости, обучения. Вы можете буквально начать изучать языки, и это вас изменит. Вы для себя больше откроете горизонт, и это изменит ваш кругозор и отношение к миру. В вашу жизнь войдут новые люди, новые контакты, и вы почувствуете себя более уверенным. К вам придут новое общение, и вы научитесь видеть мир по-другому. Вы увидите, что вот человек как-то мыслит по-другому, чем я, и вы допустите, что а ведь почему я так вот раньше не думал или не думала, какой-то проект переложите на себя, и вполне возможно, чем-то дополнив, вы сумеете осуществить что-то прекрасное, шедевр. По этой карте всегда проходит креативность и новые возможности. Это то, что вас заставляет измениться. Удивительный период, конечно, сам по себе он, правда, для вас итоговый, мои дорогие. Но, видимо, этот итог в течение доброго периода мая вам нужно подвести, чтобы вас ничто не тянуло назад. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Помните, что личная жизнь, как и возможность договориться, для себя прояснить что-то окончательно. Это все то, что вам помогает и будет помогать в последующем. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.